описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Очередное всем здравствуйте. В Китае вышел анонс 8-го сезона. Тут есть некоторые новые детали, которые нас ждут в новом сезоне. Итак, переводчик здесь у нас перевел название сезона как «Лабиринт змеиных теней». И первый абзац у нас здесь сразу касается магических шахмат. Первая подробность. У нас здесь больше... Видим, что увеличено еженедельное количество сбросов сундука наследия. То есть ларец у нас будет сбрасываться не один раз, а больше. Ну, тем более, что у нас школ стало, да, больше. Также здесь написано, что количество героев, запрещаемых еженедельным голосованием игроков, увеличено с 2 до 3. Еще здесь добавлена новая система наград, и каждую неделю можно будет получить 2 бронзовых билета таверны. Билет используется в первом раунде режима «Таверные шахматы». После использования в текущем матче становится доступен эксклюзивный сундук с дополнительными наградами. Ну, то, что в пул случайных модификаторов добавлены новые эффекты, это понятно. Любопытная подробность. Здесь у нас пиковое противостояние начнется. Это у нас в середине, видим, сезона открывается турнир «Пиковое противостояние». В нем смогут принять участие все игроки, сражения будут проходить между серверами. То есть опыт, я так понимаю, турнира магических шахмат они тут же применили уже на постоянной основе и добавили внутрь игры без дополнительных каких-то заморочек с организацией, да, и с участием. Здесь у нас турнир состоит из 3 этапов, как и, допустим, варенье клинков. Сначала будут отборочные матчи, потом швейцарская система и затем уже плей-офф. Также тут во время проведения турнира все игроки получают глобальный эффект «Битва за корону». Подробные правила будут опубликованы в игре. Ну, посмотрим. Интересно на самом деле. И бесплатные карты недели, то, что мы уже говорили, да, будут добавляться. Каждую неделю открывается один архетип карт, бесплатный. То есть, если у вас нету каких-то героев, с этого набора вы сможете взять бесплатно, использовать какого-то героя. Но при этом, если карта у вас уже имеется, уровень ее вдохновения увеличивается на 1. И эти бесплатные карты будут доступны в таверных шахматах, в пиковом противостоянии вот в этом турнире. Так, интересно, в пиковом противостоянии, то есть у нас здесь будет пул героев наших, что ли? Я думаю, что будут открыты все. Нет, получается, что здесь, наверное, будет пул именно наших героев. И еще будут доступны в тренировочных шахматах. Ну, то есть, я так понимаю, в режиме дуэли, хотя зачем он там, непонятно. Если там есть... наверное, проверить, как они играют с ларцом наследия, а не без него. Ну, также здесь написано, что боевой пропуск, понятно, добавлен, да, и здесь у нас награды там, то, что есть, это мы уже видели. Испытания стратегии, здесь у нас оставшиеся 3 школы, понятно, приключения, добавленные этапы, вместе с новыми школами, тоже понятно. В путь магических шахмат тут у нас добавлено более 10 новых реликвий, и причем, собрав определенные комплекты реликвий, можно активировать мощные бонусы набора. Не совсем понятно, но интересно. Добавлен новый талант алхимия, позволяющий создавать особые зелья. Вот это, по-моему, что-то новенькое, да? Ну что ж, скоро уже увидим. Ну, добавлено развитие в ларец, да, но для новых школ это понятно. Балансировка тут еще произошла именно в шахматах. Связь у нас боец, 2 либо 4 бойца, было щит 25-50% максимального здоровья в начале боя, а стало в 2 раза больше. То есть бойцов у нас усилили. И связь жрец тоже у нас, я так понимаю, усилилась. Теперь в начале боя дополнительно получают 20 и 40% к наносимому урону. Ну, неплохо, посмотрим. Балансировка это всегда хорошо, главное, чтобы она была адекватна. Питомца мы видели, какой-то странный слуга огненного демона, да, который что-то там воскрешает, что-то, по-моему, раз в 30 секунд. Непонятно где и когда и зачем нам это пригодится. Посмотрим. Коридор времени. Это тот самый обменник фрагментов душ, то есть осколков, которые нам анонсировали. У него там есть 3 раздела: эхо, созвездия и сундуки. Раздел эхо содержит героев ранних сезонов. Для обмена используется один ресурс, да, какие-то страницы. Раздел 2 созвездия содержит героев еще более ранних сезонов. Для обмена используется другой ресурс — древние свитки. Ассортимент будет регулярно обновляться. И 3 раздел сундуки можно обменять на сундук выбора классического легендарного героя поддержки и сундук выбора классического легендарного героя урона. И пишут нам, что вот эти ресурсы, которые здесь указаны, можно обменять в соотношении 1 к 1 из соответствующих легендарных фрагментов душ, то есть из осколков. В дальнейшем их также можно будет получать в различных игровых режимах и событиях. Не совсем, точнее совсем непонятно, что это, куда это, что там конкретно будет. Игроки с китайского тест-сервера писали, что там вообще ничего полезного. То есть мусор, и редких героев там никаких нету, то есть ценных. Не будем доверять на слово,
нашим китайским игрокам, потому что у них может быть свое мнение, а у нас свое. Поэтому будем ждать и будем видеть своими глазами. Еще нам сказали, что была некая оптимизация в шахматах, улучшен интерфейс матчей, и в тренировочном режиме появилась функция записи и просмотра повтора. Следующий раздел анонса — это у нас изменения талантов. Мы их уже видели, мы их уже смотрели. Здесь я оставлю вам вот эти вот картинки с этими изменениями, если вам интересно. Ну, это то же самое, что мы уже смотрели. И, конечно же, изменения по артефактам. Тоже мы видели эти изменения, уже я зачитывал. Здесь все осталось таким же. Единственное, что, насколько я помню, там, по-моему, не было конкретных цифр. Вот, допустим, у Ефера, тут перевод имен, естественно, кривой. Здесь уже появилась конкретная цифра, 30% максимального здоровья. У Ирмуша также некая подробность появилась, здесь уже увеличение урона указано, то есть 15-40% наносимого урона получает союзник, которому Ирмуш будет с артефакта снимать. Ослабление получается, либо давать иммунитет именно к контролю. И, наверное, в зависимости от количества будет увеличиваться, соответственно, урон. Ну и также нам, от артефакта Перкунта тоже вот здесь пояснили, что именно означает изменение. Причем все числовые значения, тут у нас оговорочка, являются предварительными, окончательные параметры, указанные в игре. Так зачем тогда их здесь указывать? Зачем вот эта вот путаница? Ну ладно. Что у нас изменилось еще? Поиск чудо-цветов. Это у нас вот это вот самый режим фермерства, который у нас в начале сезона начинается. И здесь хорошие изменения. Улучшены награды. Это важно, я думаю, что возможно, что это событие вот это, оно станет не бесполезным, потому что мы видели, как оно происходит, это просто кошмар. Это абсолютно бесполезные какие-то действия. Здесь же у нас за достижение стадии роста, зрелости и максимального роста теперь выдается конкретно предмет экипировки. Уже за достижение вот этих стадий. И максимальная награда — экипировка мифическая плюс. Также после 18 посадок во время события можно получить сундук уже выбора экипировки мифический плюс. Как этот выбор будет выглядеть, это у нас опять будут случайные характеристики, не знаю. Ну, навряд ли мы сможем получать что-то прям хорошее на выбор, прям, да, то есть без участия рандома. Наверное, это будет что-то рандомное опять. Ну и мутации теперь дают только экипировку легендарную плюс или мифическую плюс. Также у нас здесь улучшен процесс раскопок, но что-то мне кажется, что он особо вообще ничего не поменяет. Ну да, здесь какие-то вот эти вот изменения, но я не вижу, что мы с этого получаем по сравнению с тем, что было. Появились у нас, я так понимаю, еще и усиленные раскопки. Если другой игрок выкопал ваше растение, за каждый такой случай вы получаете одну возможность усиленной раскопки. Следующая раскопка может не расходовать лопату, увеличивать количество получаемой валюты, но мы видели, какая там валюта, там вообще ни о чем. И то, что на 10% она увеличивается, это вообще ни о чем. Повысить шанс получения экипировки на 10%. Ну, это уже нормально, да? То есть, ну, опять же, а какой он был? Я ни разу не получал экипировку вообще за раскопку. Ну и здесь некие улучшения интерфейса. И журнал событий у нас появился, да, который позволяет просматривать историю собственных посадок и раскопок. Но мы прям тут стали серьезными фермерами с бухгалтерией, с отчетностью, со всем вот этим вот. В битве за корону, это вот эти вот башни, да, с которыми мы там сражаемся, 3 линии. Здесь у нас некие изменения такие. Поверхностное улучшенное отображение очков, улучшенные подсказки и изменен пул стратегических карт, которые, кстати, насколько я помню, работают криво. Кузницу мы уже знаем, что у нас первый этап, появилось 2 кузницы теперь, то есть одна дополнительная, и первый уже с 10-го дня начинается, а второй 43-го. Причем было значение то 42-й, теперь 43-й, я что-то не понимаю, плавающая какая-то дата. Есть также некоторые исправления, ошибка, из-за которой Дианта, здесь у нас Дианта в некоторых случаях повторно применяла ультимативный навык. Было такое, я сам сталкивался на континентальном испытании, она 2 раза, то есть только использовала, и тут же у нее появляется снова энергия полная, и она используется повторно. Было у меня такое. Какая-то ошибка, из-за которой при пробуждении магических питомцев иногда выпадали одинаковые таланты при переработке, тоже была исправлена. Ну, посмотрим, я не знаю, я не сталкивался, либо не замечал. Ну и такая мелкая правка, видим. Вот этот вот новый у нас ресурс, вот эти страницы, возможно, это те самые страницы, которые у нас были в анонсе, да, вот эти вот 3 раздела в обменнике коридора времени. И эти страницы мы будем получать там что-то с боевых пропусков, с сундука, который дается за топ-5 воронки, там, наверное, еще какие-то места будут, где мы их будем получать. Плюс ко всему нам здесь дают возможность менять осколки случайных легендарных героев на вот эти вот страницы. Опять же, что мы там покупать будем за эти страницы, уже через пару дней увидим, но, как говорят китайцы, там один мусор. Ну и так вдогонку, есть какие-то проблемы с выживанием, даже с Линой плюс 5, с Анализис плюс 5 на воронке на 4.
у команды Ауры. Но, насколько я понял, тест-сервер очень кривой, сырой. Потому что там говорят, что бывают обновления, да, и вот эти вот проблемы какие-то, баги, они исправляются по ходу дела. То есть уже 2 дня остается до начала сезона, а они все еще исправляют какие-то ошибки. Думаю, что эту ошибку они исправят. Либо это какой-то недочет со стороны игрока, который тестировал эту команду, не знаю. Ну и по остальным командам тут есть некоторые результаты, есть какой-то баг, опять же, касающийся именно работы на тест-сервере у вот этого Грифона. Я не помню его сложное имя, которое переводил переводчик. Здесь получается, что 51 миллиард команда дикости наносит, причем там есть еще один скриншот, где основной урон наносит именно он. То есть там какое-то неправильное срабатывание его увеличения урона, которое там есть в навыках. Это, скорее всего, также будут исправлять. Хотя, не знаю, может быть, так задумано было. Ну, навряд ли. В любом случае, посмотрим. Вот про эту проблему я говорю, что Грифон у нас здесь на первом месте, очень сильно обогнав Флору. При этом команда горения, да, вот с таким вот уроном, довольно-таки посредственный, но с той же птичкой такой проблемы не имеет. То есть у нас здесь новая вот эта волчица, она здесь первая по урону, а Грифон находится там, где ему и положено. Ну, это также вот эта вот информация с тестового сервера, это на уровне желтой прессы, то есть относитесь к ней крайне скептически. Просто она любопытная, да, и пока мы ожидаем старт 8 сезона, почему бы ее не немножечко помусолить. Есть уже первые результаты урона команды неустрашимости с новым эксклюзивным героем, с Маштуром. Тут видим все в пробуждениях, 4-я воронка, 31 миллиард это сумма 2 команд, а конкретно это набила 29, причем все выжили. И я там уже видел 31 миллиард, они конкретно этой командой там больше 30 набивали. Есть какие-то результаты по воронке 4-й у команды удара молнии, да, с новой чайкой. И, ну, так себе, да. То есть 2-я команда это там теневая сторона, которая для массового урона подходит. И довольно-таки слабенький урон. При этом команда яда, опять же, да, видим какие пробуждения, справляется чуть получше. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.